Всем привет, друзья! Вы мне в комментариях задаете вопрос, из-за монетизации или мы прекращаем снимать влоги. Мы не прекращаем снимать, друзья, мы остаемся с вами, мы просто, нет сил, поймите, сидеть, заниматься монтажом, с веселым настроением, позитивным голосом снимать влоги, нет сил, друзья. Сейчас я успокоюсь. Наши соседи, украинцы, пытаются покинуть Украину. На сегодняшний день 4 марта. Сделать это им пока не удалось. Что касается монетизации, это вообще ничтожная проблема. Это вообще не то, о чем вы думаете, друзья. Я вам давно говорю, что YouTube резко сократил, видно, показ рекламы в России, и у нас сильно в 4 раза упали доходы, но это все такая ерунда в сравнении с тем, что сейчас происходит с нашими друзьями. Мне тяжело говорить, но мы приняли с Алексеем единственное правильное решение в этой ситуации – это продать квартиру. Я люблю нашу квартиру. Она самая лучшая, в ней самая качественная мебель, самая лучшая техника. Но сейчас, как вы видите, те баррикады, которые я себе делала, мы все убрали. Мы навели идеальнейший порядок. Мы готовы проститься с нашей квартирой. Через 10 минут придут риэлторы. Будут ее снимать и выставлять на продажу. Поэтому ни о какой монетизации речи вообще быть не может. Те, кто живут в России, молите Бога, чтобы все это как можно быстрее закончилось. И иначе этот ужас придет и в наши дома, и в наши семьи. Вы говорили, что... Почему малояшки молчат? Потому что мы не за политиков, мы за народ, который сейчас умирает. Все, я успокоюсь. Сейчас я успокоюсь. Через 10 минут должны прийти к нам люди, чтобы провести съемку нашей квартиры. Мы убрали все идеально. Мы убрали даже все из холодильника. Я потом тоже сниму обзор. Выставлю в этом же видео обзор на нашу квартиру. Оставлю ссылку на наших риэлторов. Пап, вот здесь еще детям что-нибудь сделай, здесь некрасиво. Может быть, куда-то спрятать в шкафы их рюкзаки. В общем, друзья, да, нас это тоже коснулось. Мы продаем квартиру и уезжаем в город. Мы остаемся в этой стране пока. Мы уезжаем в Стамбул, в город, где можно найти работу. В нашем, конечно, селе работу найти мы не можем. На YouTube мы уже с января месяца не надеемся. Поэтому мне жалко нашу квартиру, как бы это ни звучало. Но мы покидаем наших турецких друзей. Мы покидаем наш самый любимый пригород Мерсина, район Эрдемли.
И как только найдется клиент, который готов будет купить все абсолютно, мы ничего с собой не забираем, даже посуду, даже все свои кулинарные... Даже технику я отдам в подарок до 15 марта, если купят нашу квартиру. И если купят после 15, всю технику я подарю нашим турецким друзьям. Мы уезжаем, будем арендовать, потому что в Стамбуле мы ничего купить не сможем. Будем жить в арендованной квартире, пока наше решение вот такое. На YouTube мы не надеемся с вами на связь выходить. Постараемся, будем снимать не в таком количестве. Кулинарный канал, конечно же, я вести уже не буду. Вести будем мы только мукбанг и влоги. Возможно, чтобы совсем не умер кулинарный канал, Алексей будет какие-то старые видео там выкладывать. В общем, все, друзья. Я отключаюсь. Сейчас минуты на минуту уже подойдут риэлторы. Позже я вам сниму обзор на нашу квартиру и оставлю ссылочку на риэлторов, если кто-то хочет. Чтобы все вот это наше родное, наше самое лучшее, самое идеальное. Вся мебель у нас Истыкбал. Это один из самых дорогих мебельных магазинов в Турции. Вся техника у нас Профила. Это та же... тот же завод, что выпускает Bosch. То есть это в Турции Bosch называется Профила. Вся абсолютно техника. Даже морозильную камеру, которую мы покупали. Мы специально покупали Профила, чтобы техника у нас была вся Профила. Мы все это оставляем. Сюда вложено столько души. Вы сами знаете, как Ирай и Алексей делали полки в шкафах. Выносили стиральную машину. Мы делали полки в платяном шкафу. Мы делали полки в кухонных шкафах. Мы все сделали в этой квартире для себя. Все, я отключаюсь, мне надо успокоиться. Позже сниму для вас обзор. Ну что, друзья, как обещала, снимаю вам обзор квартиры. Мераба. Перед входом, значит, у нас обувница, естественно, всю обувь мы заберем, когда продадим квартиру. Вот такая у нас красивая, стильная деревянная дверь. Здесь немножко красочки, это все можно будет подкрасить черным потом. Значит, открываем. Заходим в квартиру. В квартире у нас небольшой коридорчик. Плиточкой выложенный. Плитка вот такая вот огромная, красивая. Смотрите, когда изначально я смотрела обзор нашей квартиры, риэлтор обратила внимание вот на эти замечательные, красивейшие, очень стильные ручки, необычные. Значит, смотрите, замков у нас 3. 2 закрываются с внешней стороны и 3 закрываются с внутренней стороны. Есть глазок, есть домофон. Там нажимаешь кнопочку, здесь звонит, здесь нажимаете, ачик копы. Вот эта кнопка «Ответить», разговариваете, спрашиваете, кто пришел, и вот ачик копы, открываете электронную дверь, которая наоборот внизу. Это говорить? Да. А это открывать. Ну, короче, ладно, разберетесь. Вот такие панели тоже. Риэлтор обратила внимание, меня сразу привлекли, мне сразу понравились. Панели эти и с этой стороны, и с этой стороны, вот такие вот беленькие. Квартира вся светлая, классная. Смотрите, давайте по правую сторону у нас санузел. В санузле шкаф. Это не от застройщика, это бывшая хозяйка делала. Раковина, внизу тоже шкаф. Зеркало. Привет всем, друзья. Душевая кабина, которую иногда мы с вами вместе моем, драем. Вчера мне ее, кстати, помыл Алексей. Спасибо ему огромное за это. Вот, унитаз с системой биде, как любят турки. Вот эту кнопку нужно будет поставить. Все это будет вот так выглядеть. Вот, она у нас заедает, поэтому кнопку мы сняли, но можно будет починить это дело. Я ее поставлю, чтобы она была. Сейчас Алексей поставит. Вот эту этажерку мы покупали, она тоже тут остается. Мы не забираем ничего. Есть вытяжка. То есть ванная комната, она такая достаточно вместительная. Здесь есть розетка.
защищенная от воды закрывается штучка, чтобы пользоваться феном. Здесь мы еще наделали... мои причиндалы женские. Здесь мы еще наделали разных полочек. Их было намного меньше. Вот всю химию храним, в принципе, в этом пенале. Это очень удобно. Вот. Дальше, смотрите, с коридора у нас по левую сторону салон. Совмещенные, здесь раньше стояли диваны, но нам было удобнее поставить кровать. Поэтому стоит кровать наша. Можно перенести из детской комнаты обратно сюда диваны. Кровать, стол, стулья, большой холодильник. Опять вот это вот... А можно мне не мешать? Можно как-нибудь? Можно, да. Опять вот эта красивая панелька. Давайте освещение включу. Значит, смотрите. Вся абсолютно техника в нашей квартире фирмы Профила. Профила — это тот же завод, что и Bosch. Вот, духовка очень классно работает, выпекает. Много мы с вами сделали здесь интересных рецептиков. Варочная панель у нас стеклокерамика. Чайник остается тоже. Вытяжка Профила тоже в шкафах. Вы знаете, что Ирай и Алексей делали дополнительные полки. То есть мы их раздвигали, делали дополнительные полки. Вот, посмотрите. Посуду оставляю, часть подарю Сардинч, часть оставлю. То есть те, кто купит нашу квартиру, они в буквальном смысле могут только щетку зубную купить, личные вещи привезти, и уже можно будет жить. Значит, полочки вот эти мы делали тоже для того, чтобы было больше места что-нибудь на них положить, в том числе и декоративное. Видите, там и медведь у меня сидит, и вот какие-то эти очки Алексей посадил. Вот, в кровати вот эта вот часть поднимается, и тут полноценный шкаф, только получается лежачий. Вот. Здесь пуфик, на котором работает Алексей. Вот так выглядит наша кухня, очень оригинальная плиточка красивая. Телевизор мы покупали. Кондиционер новый, абсолютно. Вы знаете, что мы экономили, летом не включали, зимой не включали, потому что включали конвекторы буквально 5-6 раз. Вот. А кондиционером не пользовались толком. Летом мы на охлаждение включали его, может, раза 3-4, не больше. Вот. Когда большие компании собирались. Да, когда гости приходили. Здесь обыграли, посмотрите, как мы оригинально обыграли телевизор, рабочее место, комод, и все встало это в пределах вот этой стены. Очень оригинально, я считаю, мы сделали все очень красиво, правильно. Вся мебель у нас фирмы вот такой вот Истыкбал. Вот, истыкбаловцы молодцы, они везде оставляют свои меточки. То есть кровать у нас, посмотрите, тоже красивая какая кроватка Истыкбал. Шкаф тоже 2 секции зеркальные, 2 секции глухие, но посмотрите тоже, как все красиво. Какая мебель стильная, суперская. И тоже Истыкбал. Стол, стулья, 2 лавочки на техническом балконе. Все тоже Истыкбал. Все это остается у нас. Так, рабочие места вместе с креслами тоже остаются. Забираем только личные ноутбуки. На балконе. На балконе, когда риэлторы снимали вот эту кроватку, мы собирали, убирали. Здесь на балконе, значит, у нас полноценная комната отдыха. Мы купили морозильную камеру для того, чтобы в сезон клубничку дешево морозить. Вот, ягоды, брокколи, вы знаете, мы покупали в сезон за 3 лиры огромную головку брокколи. Вот, тоже можно на соцветие разделить и заморозить, это очень и очень удобно. Морозилку мы покупали буквально пару месяцев назад, и она тоже называется Профила. Здесь я вот так некрасиво себя закрыла от соседей, да, я вам показывала такое видео. Нет, оно еще не вышло, я вам еще покажу такое видео. Вот, некрасиво вот так закрыла, но это все можно обыграть красиво, поэтому от соседских глаз я защищена, но при этом, если я голову положу на эту сторону, я могу лицезреть на вот такой вот шикарнейший вид. Вот. Здесь, значит, у нас жалюзи, на всех балконах у нас люстры, жалюзи. Технику, смотрите, что касается техники. Вот этот профессиональный миксер, в котором я всегда делала соевое молоко.
Тефаль, он огромный, и он у нас OptiGrill XL. Тефаль. Гриль вот этот, вафельница. И робот-пылесос, сейчас покажу. И вот этот робот-пылесос мы отдаем в подарок тем, кто купит нашу квартиру до 15 марта. После 15 марта приедут Сардинч и Эрай, наши дорогие, любимые турецкие друзья. И если мы не успеем продать квартиру до этого момента, эту всю технику мы подарим им. Поэтому вот эти подарки, мелкая бытовая техника, достанутся тому клиенту, который купит нашу квартиру до 15 марта. Поэтому, если кто-то интересовался квартирами в Турции, пожалуйста, поторопитесь заполучить наш гриль. Иначе ими будут пользоваться наши Эрай и Сардинч. Значит, смотрите, тюли. Все сделано для себя, все качественное. Все это остается естественно. Вот так это все симпатично, красиво. Значит, там получается у нас балкон у нас застекленный. Это очень немаловажно в зимний период времени, потому что здесь солнце попадает на балкон наполовину, ну не наполовину, но на несколько метров, на пару метров еще заходит в комнату. И здесь такая, знаете, воздушная горячая прослойка, как в сауне получается. За счет этого в квартире тепло. Именно по этой причине, что у нас остекленный балкон, который полностью залит солнцем в зимний период, у нас дома очень и очень тепло. За весь зимний период мы включали 2 конвектора на 30 минут, по 30 минут каждый, на 6 раз. Вот, да, Миша, спасибо, подсказывает. Значит, комод здесь, смотрите, я тоже выбирала 5-секционный, то есть 5 полочек, да, в комоде. Верхняя там у меня косметика всякая хранится, она такая тоненькая, худенькая, узенькая, вернее, а здесь большего и не нужно. Вот, такие вот тоже оригинальные ручки здесь. Робот-пылесос у нас кореец Айклеба. Выбирали для себя, покупали один из самых дорогущих, в то время, когда iRobot стоил 8, сколько там, с чем-то тысяч, мы его покупали, блин, не помню, за 20... У нас даже чек где-то в Подмосковье сохранился, не помню. Но он, короче, кореец, умный, классный, суперский, нам нравится, мы довольны, пользуемся, служит верой и правдой, и до 15 марта это может стать чьим-то из вас. Этот робот может принадлежать кому-то из вас. До 15 марта это в качестве подарка нашим новым хозяевам будущим этой квартиры. После 15 марта мы хотим подарить это Сардинч. Так, значит, показала вам салон и балкон. Балкон для меня очень важен, потому что этот балкон для меня полноценная комната отдыха, где я могу уединиться, полежать, отдохнуть, подумать, потупить в телефоне, посмотреть на море. В общем, это мое самое любимое место в квартире. Ну, после кухни, конечно же, безусловно. Значит, смотрите, что касается освещения, у нас абсолютно везде, даже на балконах, висят люстры. Сейчас я вам покажу. Вот такие люстры у нас на обоих балконах и в маленьком коридоре. Вон она, видите? Что касается салона, у нас двойной вот такой светильник, люстрочка, и тройная вот такая. Точечные лампы все тоже светятся. И более того, вон там в нише еще подсветка, LED подсветка. Вот здесь. Во всех комнатах и в коридоре, да, Алексей подсказывает. Вот здесь тоже над холодильником шкаф очень вместительный. Холодильник очень вместительный, он просто огромный. Эрай нам организовывал вот такой свет над раковиной и над рабочей поверхностью. Тоже все остается. То есть эта квартира, в нее столько души вложено. Каждый хозяин делал все для себя, покупал все самое лучшее, все самое дорогое, не экономили, скажем так. Вот, единственное, на чем мы экономили, так это на рабочих столах детей, это вы помните. Это мы дорого покупали, Миша, не лезь, пожалуйста. Вот, что вам еще? Пойдемте дальше, значит, в коридоре тоже подсветка, все работает, все освещается, в ванной точечное освещение, в коридоре
Подсветка работает, это, люстра вот эта светится. Пойдемте в комнату, где у нас живут дети. Нас 4 человека, и мы, в принципе, легко умещались вот в этой, казалось бы, небольшой квартире. Когда мы изначально ее покупали, та компания, которая продавала нашу квартиру, заявляла, что здесь 70 квадратных метров вместе с балконами. Если не считать балконы, то это 50 квадратных метров. Дальше, смотрите, заходим в детскую комнату. Получается, у нас в салоне нет входной двери, сразу вот такая вот ниша, шкаф, тут сверху шкаф, вернее, снизу шкаф, и вот сразу вход в салон. Но коридор хоть небольшой, тем не менее он есть. Это дверь, которая ведет в спальню. У всех нормальных людей это спальня, у нас это детская. Вот, в детской, смотрите, да, кстати, и в салоне, и здесь в детской сразу выведены трубы под радиаторы. Здесь будет газ, сейчас пока нет газа, но будет газ, соответственно, можно будет сразу, все коммуникации заложены, с застройщиком были, вешаете радиатор, покупаете котел, и проблем нет. Вот. Вот эта вот штука, она может работать как кондиционер, но вообще основная ее задача быть увлажнителем воздуха. Это бывшая хозяйка купила, мы не пользовались, можно сказать, новая техника. Кстати, мы видели еще до всех кризисов, летом в Арчелике, в Эрдемли, как в торговом центре Новосити, мы видели точно такой же увлажнитель воздуха, он стоил 800 лир. Сейчас я не знаю, сколько после всех этих кризисов он стоит, но тем не менее вот такой вот аппарат стоит здесь, он новый, кому надо, можете пользоваться. Тумба. У детей, значит, у Олега тоже рабочее место, кресло. Стеллаж мы покупали детям. Здесь тоже все очень красиво, оригинально оформлено, на мой взгляд. Все очень практично. Вот этот диван, он вообще соединяется и становится Г-образным. Вот эта часть дивана раскладывается, эта часть дивана не раскладывается. Диван тоже фирмы Istiqbol. Очень качественные ножки. Помните, в Махмутларе мы в арендованной квартире сломали ножки, потом бегали, искали, покупали, чтобы все восстановить. Вот, здесь такой проблемы нет, потому что полностью деревянный, тяжеленный диван. Мы его еле затащили сюда, намучились до ужаса. Вот, есть такие даже ролики, мы вам показывали. Здесь очень качественные деревянные ножки, их никогда не сломаете. Миша у нас весит 40 с копейками килограмм. И он тут носится на этих диванах, ничего с ними не происходит. Диваны в идеальном состоянии. Ножки, естественно, даже и не подумали подкоситься. Они очень качественные. Вообще, Istiqbol – это очень хорошая и качественная мебель. Один из самых дорогостоящих магазинов мебели в Турции. Значит, здесь в детской комнате у нас вот такая красивая люстра. Вот, и два вот таких разъединенных дивана, которые, как я уже сказала, можно соединить и вынести обратно в салон. Дальше, смотрите, здесь вот такие тюли. Здесь на тюле тоже вот голубые фрагменты, потому что сама занавеска вот такая голубая. Все это, естественно, остается. У детей тоже есть точечная подсветка. И LED-подсветка тоже есть. Я не буду включать, потому что комната хорошо освещена, потому что сейчас на улице светит яркое солнце. И вы посмотрите, какой открывается вид. Это просто восторг. Девчонки и мальчишки, вы только посмотрите. Вот это у нас ботанический сад, который никогда в жизни не застроится. Это очень важный стратегический объект для турков. Никогда строительства здесь не будет. Давайте пройдем сейчас поближе. Вот здесь, смотрите, вот этот участок. На этом участке нам обещали построить спортивную площадку. То есть высотного здания здесь тоже не будет. И, соответственно, вот этот вид вам никто никогда не закроет. Между домами немножко море, видите? До моря 250 метров, медленным прогулочным шагом 5 минут. Балконы оба застеклены. Вот. Можно закрыть. Балконы вот так вот открываются, раздвигаются и задвигаются. Соответственно, полностью можно закрыть, полностью можно открыть. Два радиатора остаются новым хозяевам.
Здесь, как вы знаете, у нас прачечная, белье сушится. Сегодня солнышко, оно вчера не успело высохнуть, потому что было слишком дождливо. А сегодня солнышко, я думаю, что оно высохнет. Дальше смотрите, вот это вот моя любовь и гордость. Тоже фирма Профила. Стиральная машина очень вместительная, 8-килограммовая. Супер классная машина, я ее обожаю. Здесь у нас хранятся порошки, кондиционеры. Зонтик, скорее всего, подарим Ираю. Удочки не будем дарить, потому что Ирай у нас не рыбак. Вот, телевизор, вы знаете, мы покупали относительно недавно. Перед поездкой в Москву, в ноябре мы ездили в Москву, а перед поездкой покупали телевизор. Здесь выведен блок кондиционера, который в летний период гудит и дает жар. Вы просто закрываете вот эту балконную дверь, открываете настежь окна, и все это идет на улицу куда-то. Вот. Все это, в общем, вам не доставляет никакого дискомфорта. Здесь тоже на балконе у нас люстра, простите. Дальше, смотрите, у нас лавочка истыкболовская, раз. Это в комплекте с теми стульями. И вторая лавочка со спинкой. Иногда радиаторы мы относительно недавно сюда поставили. Иногда я здесь сижу, тоже с мамой разговариваю, уединяюсь, на море, за морем наблюдаю. В общем, здесь тоже место для уединения очень и очень хорошее. Розетками оснащен балкон. Вот. 2 тележки оставляем. Одна в не очень хорошем состоянии, а вторая в идеальном состоянии. С большими колесами. Вот эта тележка, она рабочая, хорошая, идеальная. Так, дальше что? Сушилка остается, вещи личные забираем. Постельное белье. Одеяла у нас новые, вы знаете, с овечьей шерстью. Одно одеяло дарили Ирай Стардинч, второе одеяло мы сами покупали. Третье одеяло привезли из Москвы. Вот, покрывало, одеяло, все это остается. То есть в буквальном смысле, когда мы покупали квартиру, нам сказали, берете зубную щетку и заезжаете, но это оказалось не так. Крючки, какие-то там стеллажики, корзиночки, посуду мы всю покупали, а я оставляю вам свое все, сковородки, казан, кастрюли, оставляю абсолютно все, что необходимо что необходимо и достаточно для нормальной жизни. Если вы не кулинарный блогер, то вам этого хватит с головой. Все ложки, вилки, чайные ложки, вплоть до салфетницы, все-все-все. Тряпки, я не знаю, там швабры, эти ведра, абсолютно все. Вот вы просто действительно берете свои личные вещи и зубную щетку и приезжаете сюда. Вот, давайте... Не буду называть цену квартиры. Кого заинтересует наша квартира, я сначала сказала, что ссылку оставлю на наших агентов. В любом случае продавать квартиру будем через через риэлторов, через агентов. В любом случае мы будем продавать квартиру через риэлторов. Без этого никак. Потому что мы тоже перед ними хотим быть честны. Сами мы квартиру не будем продавать. И пока временно к другим риэлторам мы обращаться тоже не будем. Пишите ваши контакты, не переживайте, YouTube их скроет, видеть их кроме нас никто не будет. Мы ваши контакты передадим нашим риэлторам, с вами свяжутся и расскажут все, а при желании организуют показ. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите контакты, заинтересованные, рады будем с вами познакомиться лично и показать нашу квартиру. Такое решение... Долго мы приходили к этому решению, долго думали, но тем не менее пора действовать. Сегодня мы получили прям золотой пинок от Ютуба, когда получили письмо о том, что они нам закрывают, для нас закрывают русскоговорящую публику, российскую публику, вернее, русскоговорящие остаются, те, кто вне России проживают, а российская публика будет продолжать смотреть наши ролики, но мы за это не будем получать никакого вознаграждения, потому что отключается вся реклама на тех
зрителях, которые смотрят нас из России. Тем не менее, как я уже сказала, выставлять видео мы будем, нас это не остановит. Не с такой уже периодичностью, раньше-то мы каждый день выставляли, но тем не менее держать вас в курсе о том, где мы и чем мы занимаемся, мы будем. Поэтому, дорогие друзья, решение это нам давалось крайне тяжело, потому что квартира настолько классная, уютная, теплая, сухая, идеальная. Поэтому мы со своей вот любовью, к сожалению, попрощаемся. Вот, потому что надо идти дальше, надо идти вперед. Я уже буду заканчивать это видео. Всем спасибо большое за внимание. Жду вашу заинтересованность, жду ваши контакты. Пишите. Обязательно с вами свяжутся наши риэлторы. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.